Если ты 10 тысяч часов будешь делать что-то одно, ты станешь в этом профессионал. Как ты пришел в операторское искусство? Просто дали камеру, сказали, вот у тебя съемка такая-то, езжай, отрабатывай. Доплачивали тебе за это? Я не смогу на это ответить. Типа, а почему я должен это делать? Лучше иметь камеру за $50, а линзы за 500. Ты как бы с правами, но и без. Мне главное, чтобы горели глаза. В любом случае это достойно уважения. Если ты чувствуешь, что это хрень, Уходи. работать. Вот просто есть слово «работать». Всем привет, дорогие друзья, и вы снова у нас на канале Ракурс подкаст. И у нас в гостях Сергей Селищев, это мой хороший друг, с ним знакомы уже очень много лет. Некий мой, можно сказать, ты мой один из учителей. Ты был первым моим, можно сказать, постановщиком, с которым я хорошо сработался, будучи учась в ВУЗе. Я тебя знаешь, где увидел? Я тебя увидел, когда снимали «Супермама». Ты снимал какой-то проект с 7 канала, были пацаны, осветители, в кафе. И меня позвали, говорят, иди к ним ассистентом. Ну, я такой, меня все спасло, смотрю, православный. И пошел, короче, и начал мотать кабеля, и принял меня в свою команду. И за это тебе очень сильно благодарю. И спасибо большое, что ты пришел. Ну, первый такой вопрос. Как ты себя сейчас позиционируешь на данный момент? Кем ты работаешь и как ты зарабатываешь на жизнь? Я многостаночник. Я оператор, я руководитель продакшена. Я работаю по-прежнему в студии, я по-прежнему уезжаю на съемки. Но последний, наверное, год, какой-то полгода я стараюсь минимизировать. Я все-таки от съемок я отхожу, больше ухожу сюда, в работу продакшена, как руководитель. Вот это вот очень хорошо ты ответил, что вот будучи ты был оператором, и ты открыл свой продакшн, в котором ты работаешь. То есть это, не совсем правильно будет сказать, что я открыл. Все-таки это командная была работа. У меня все-таки жена, в первую очередь, она журналист, она продюсер. Она умеет это создавать, и мы как бы в паре это создавали. Это круто. Почему говорю ты? Потому что я больше вижу тебя, и я не вижу, кто находится за твоей спиной, кто тыл твой, кто серый кардинал, да. Серый кардинал. Это отлично. Но в любом случае, то есть, быв оператором, да, условно, жена там была журналистом, да, вы открываете определенную компанию под названием The Brian Media, и вы вроде успешные на рынке. Если говорить о наших продуктах, да, телевизионных, мы в первую очередь телевизионный продакшн, да, то есть мы работаем с телеком, работаем для телека. И я работаю на телеке уже, не соврать, в Астане с января 2007 года. Только в Астане. Я переехал сюда в январе. Это хорошо. Я бы хотел сразу же, ты когда говоришь про телек, к этому мы сейчас вернемся. Один из таких вопросов, как ты пришел в операторское искусство, учитывая, что, если я не ошибаюсь, по профессии ты изначально не оператором был? Смотри, это вообще как бы длинная история, наверное, это мною придуманная. В любом случае. В детстве я увлекался фотографией. Была фотография, да, у меня был мой первый фотоаппарат, это «Смена». Многие, наверное, ребята, которые сейчас стоят за этими камерами, они даже не представляют, что это такое. Единицы. Это «Зенит», «Смена». У меня мой фотоаппарат был, это «Смена», дедовский был «Зенит». Мы вместе фотографировали, проявляли, закрепляли, да, стояли в этой красной комнате, все это делали. Но это такое, это самое начало, это было где-то очень давно, когда был супер маленький. А поступил я на журналистику. Я закончил отделение журналистики, и, будучи еще студентом, мне предложили работать при университете фотографом. Вот отсюда, наверное, и началось. Я работал фотографом. Для чего? Это свой пресс-центр. Журнал какой-то, да? То есть нет, это был пресс-центр университета, который выпускает свою газету, выпускает свой ТВ-проект. По-прежнему до сих пор, я думаю, существует. Я надеюсь, что это существует, эта история. Называется «Парасат». Это в области было? Это в области, да. Северо-Казахстанская область, университет, Северо-Казахстанский государственный университет имени академика Манаша Казабаева. Да, я закончил
филологический факультет, отделение журналистики. Вот, и я начал работать там фотографом. По совместительству, когда ребята, там, оператор уходил в отпуск, я был оператором. А когда видеоинженер-монтажер, да, уходил в отпуск, я был видеоинженером-монтажером. Ну, то есть многостаночник, делал все, что приходило. Почему ты это делал? Ну, потому что это мне нравилось. Не потому что деньги, не потому что заставляли. Ну, как сказать? Доплачивали тебе за это? Нет, мне за это не доплачивали. То есть ну это была тогда. моя работа. То есть я пришел, мы ударили по рукам, мы договорились на берегу, мне все объяснили мой объем моей работы, и я понимал, и поэтому как бы партия сказала, мы стали сделать. Мы сделали. Но это очень круто. И получается, будучи в ВУЗе, ты хорошо начинаешь снимать, хорошо начинаешь фотографировать. А далее ты заканчиваешь ВУЗ. Заканчивая вуз, меня попросили остаться, я остался еще при вузе, работал. Я получал зарплату. Ну, я зарплату получал еще будучи студентом. Я остался, год или два проработал, и потом, получается, мне предложили переехать сюда. А кто предложил? Ну, опять же, у меня есть супруга, которая переехала сюда. Мы вместе учились с ней в университете. То есть вы уже встречались? Да. Она переехала сюда, она устроилась здесь на муниципальный телеканал, городской телеканал. Эра ТВ тогда так назывался. Я не знаю, многие, опять же, его, наверное, и не знают. Он просуществовал до 2009 года. Впоследствии это стал 7-й канал. Вот. Она переехала, начала здесь работать, и просто в какой-то момент им потребовался оператор. Она говорит, окей, у меня есть. Мне позвонили, сказали, приедь, посмотрим. Я приехал, меня отправили на съемку, я съездил, они говорят, окей, выходи завтра на работу. А помогло ли тебе это, то, что ты в прошлом в ВУЗе работал фотографом, да, ну, оператором? Помогло ли тебе это на телеканале полегче освоиться? Ну, не совсем понял вопрос. Опыт, который тебе передавали... Опыт профессиональный или опыт вообще в принципе, вообще в принципе. Ну, естественно, потому что ты набиваешь руку. Вообще, главное, как вот, когда иногда меня спрашивают, типа, вот как вот научиться снимать, да? К чему я клонил данный вопрос? К тому, что ребята, которые тебя послушают, понимали, что важно не сразу бежать в постановщики. Важно не сразу идти куда-то. Если есть какая-то возможность поассистировать, помочь, да, там, не знаю, говорят, иди снимай, идти и пробовать это. Ну, вообще я скажу, что для того, чтобы вообще понять и научиться снимать, нужно снимать. Для того, чтобы научиться что-то делать, нужно это делать. То есть есть же правило 10 тысяч часов, да, когда ты, если ты 10 тысяч часов будешь делать что-то одно, ты станешь в этом профессионалом. Вот и все. И поэтому, ребята, берем камеру. Сейчас кайф, сейчас же не надо, Саша, знаешь, вот мы в свое время, у нас не было фотоаппаратов, у нас не было телефонов, когда я учился. Мой первый телефон, это был Nokia 3120, условно, который там без камеры, без ничего, это я уже, учась в ВУЗе, его себе купил. Чтобы снимать нон-стопом, как сейчас вот с телефоном, да, нужно было там покупать пленку, либо еще какие-то делать вещи. То есть, знаешь, был лайфхак. Берешь спичечный коробок, выбрасываешь спички и оставляешь только вот эту верхнюю крышку. Угу. И это твой видоискатель. И вот ты ходишь по городу, да, и такой смотришь в него. Поближе к глазу это общий план, чуть дальше от глаза это крупный план. И ты ходишь, и твой глаз начинает работать. Тут идет пристреливание, да. Ты ищешь такой, хоп, о, прикольный кадр. А сейчас же все намного проще. Берешь телефон любой, самый дешевый, и ходишь просто щелк. Это вместо вот этих пацанов? Вместо вот этого, да. Не, кто-то делал вот так, да. Бегал, вот так. А, пожалуйста, спичечный коробок достал, шик-шик, и все. Ну, это как твой легендарный. Ну да. Это легендарный жест. Ну, блин, ну круто. Хорошо. Ты приехал, получается, так сказать, со своей супруга тебе, будущая уже, тогда еще твоя девушка, может быть, будущая супруга в тот момент, да, зовет тебя с собой на телеканал. Ты приходишь, далее твои действия какие были? Там все было очень просто. Мне просто дали камеру, сказали, вот у тебя съемка такая-то, езжай, отрабатывай. Я взял камеру, поехал, отработал. Главный оператор мой сел, Тимур, ставил кассету, такой говорит, окей, вот так не делай. Окей, все, завтра выходи на работу.
И ты вышел. Нет, я вернулся к себе, мне нужно было уволиться. Они ждали меня месяц. Месяц меня прождали. Все, я переехал. Потрясающе. Как я владею информацией, если не ошибаюсь, у вас были какие-то регалии на телеканале, вы их заслужили спустя года. Ну, какие регалии там? Нет, всегда есть категория. Ну, как категория. Категория, вот. Я да. просто не телевизионщик. Там третья, вторая, первая. Ну, вообще раньше за это, ты сдаешь определенный экзамен. Но мы их не сдавали. Нам просто их, по сути дела, раздавали руководство. Это влияло на твою заработную плату. Но руководство же не раздает просто так. Она же все-таки у старших спрашивает что-то. Ну, наверное, да. Ну, ты же в будущем сам же понимаешь, что... Ну, на канале, да, я получал определенные там грамоты, дипломы, там, условно, лучший там оператор года по версии канала. Условно лучше, охренеть. Не, это просто, это же канальская история, да, условно это ты, скажем так, чуть-чуть выделился среди 10 операторов. Не, все равно я понимаю, что ты сейчас говоришь очень скромно, но в любом случае это достойно уважения. Даже если, условно, даже если ты был в тройке, даже если был ты лидер, это же тебя выделили. Тебя все-таки сказали, какой ты. И это же труд. Вот как ты пришел к тому, что тебя выделили? Работать. Просто есть слово «работать». Например? Да, я снимал все, что мне говорили. Ну что, вот, хочется, чтобы ты немножко раскрыл. Ну, чтобы ты понимал, вот я пришел, да, на канал, где сидят чуваки, которые старше меня, там, на 10 лет, которые работали, если я видел только в руках, держал просто СВХС кассеты, да, и камеру СВХС, то те операторы работали еще на камерах Кинор. То есть это вот такая штуковина, да, только да, не надо крутить, это вот, чтобы ты понимал, что это такое, да. То есть эти ребята мне говорили: ты сегодня дежурный. Я молодой. Я говорю: окей. На второй день прихожу, дежурит другой старший, да. Такой: ты сегодня дежурный, ты работаешь допоздна. Окей. Суббота, воскресенье, ты дежурный. И я фигачил первые, не знаю, там несколько месяцев практически нон-стопом. Ну вот отсюда и стоит вопрос. А зачем ты это делал? Ты же мог отказаться. Ты же мог сказать: ребята, законно я отдыхаю. Но ты же это делал. Не, тут же опять же вопрос, Саш, в другом. Вопрос: ты хочешь это делать? Или ты не хочешь это делать? Тебе это нравится? Ты живешь этим? Или ты просто пришел в носу поковыряться, типа вот я вот на телеке работаю? Ну вот сейчас бич общества такой, что ты молодым даешь команды, и они такие типа: а почему я должен это делать? А зачем мне это нужно? Поэтому я у тебя и расспрашиваю это. Почему? Потому что ты вот сейчас правильно ответил. Если ты этого хочешь, тебя ничего не остановит. Ты будешь тенью того человека, у кого ты хочешь научиться. Ты будешь стараться работать всегда, чтобы условно тот же самый, как ты назвал имя твоего старшего оператора? Тимур. Чтобы Тимур пришел и сказал: Сергей, вот тут вот поправить надо. Как ты, кстати, относился к его критике? Нормально. Не, критика это вообще, это, знаешь, опять же, смотря кто тебя критикует, да. Если тебя критикуют по факту, и если тебя критикуют те люди, которых ты уважаешь, и пусть даже просто люди, и если это все по факту, то это нужно воспринимать, надо быть просто взрослее и смотреть. То есть тебе говорят: чувак, так не очень хорошо делать. Когда-нибудь обосновывают что-нибудь так, да? Да, ты такой: окей. Ты можешь сначала сопротивляться, сказать: да, типа я лучше всех вас знаю. Потом просто сесть, попробовать переснять этот кадр, или просмотреть еще раз этот кадр и понять на самом деле. Такой: окей, да, я был здесь неправ. А не думаешь ли ты, что именно то, что ты так относишься к критике, помогло тебе стать тем, кем ты стал? Что ты ее воспринимаешь правильно? Не вот это типа: но, я лучше вас всех знаю. Ты ее правильно воспринимал и принимал как надо. Не знаю, я не смогу на это ответить. Возможно. Но я все-таки думаю, что в первую очередь надо просто дофига снимать, просто много снимать. Работать. Просто, знаешь, я даже сейчас вот вспомнил этот момент. У нас есть общие с тобой друзья, режиссеры. Сейчас передадим привет. Есть у нас замечательные друзья, режиссеры Ануар, Санжар. И мы снимали какой-то очередной проект. Я даже уже не помню, что за этот проект был. Они там, я не помню, кем были, там режиссеры или еще что-то делали. Мы его заканчиваем.
Я такой говорю, окей, все, всем спасибо, я пошел на следующий проект. Они такие, в смысле? Я говорю, ну, у меня следующий проект, мне сейчас надо выходить снимать. Там завтра, там, условно, послезавтра. Они такие, о, нет, мы отдохнем. Я говорю, в смысле? Ну, нам сейчас надо недельку там поваляться, там съездим сейчас в Боровое. Я говорю, окей, ну, едьте в Боровое. Я пошел работать. Ну, вот здесь вот касательно данных ребят, мне кажется, мы не хотим их ничем не обидеть, но они в душе режиссеры. Они офигенские ребята, они крутые чуваки, я их люблю, уважаю, ценю, они классно все делают. Но это их подход. Я не обвиняю их, что они проступают неправильно. Я просто думаю, они внутри режиссеры. Каждый выбирает. Ну, у меня всегда было такое, у меня ипотеки, кредиты, мне нужно гасить, мне нужно работать. Вот. У ребят, ситуация была попроще. Ну, они тогда были и помоложе. И они были Ты помоложе. уже был женат, у тебя уже были дети. Я вспомнил этот момент, у тебя уже одна дочь была. Да. У меня вроде только женат был. У меня дочь была тоже вроде, только начиная, маленькая была. А они были тогда еще холостые ребята. Они могли себе позволить поехать отдыхать. Да, и они это делали. Мы ехали и снимали дальше, потому что у нас были кредиты, ипотеки и все остальное. Да, ну здесь же стоит больше, наверное, момент того, что, как мне ранее говорил мастер, и твой пример тоже ты говоришь, что оператор, он всегда чуть-чуть больше зарабатывает, чем режиссер. К сожалению, это статистика. Честно, не знаю. Я в бюджеты как-то стараюсь не лазить. Тут стоит вопрос чего? К чему я клоню? Режиссер берет один проект, и он его вынашивает долго. Ну, то есть, может, он... Условно, за год 2 проекта можно режиссеру сделать. Оператор за год может 5 проектов сделать. Ну, режиссер и берет, с учетом того, что он будет снимать один проект целый год, он и берет немножко другую сумму. Да, но все равно чувствуется это легкое, что вот он ему тяжелеет. Ну, потому что, видишь, ему дают деньги, но они растянуты на полгода, а тебе больше проектов, и, следовательно, у тебя опыта больше. И он тебе прилетает, и уже там через год он на второй проект только выходит, с учетом того кейса, а у тебя уже кейс 5 проектов. Ну, может быть. Не буду спорить. Хорошо. Работаешь в телевидении ты, все у тебя идет прекрасно. Если не ошибаюсь, тебя приглашали на съемочные площадки в кино. Отказывался ли ты от этого или соглашался? Были ли попытки у тебя работать в кино? Ну, смотри, получается, что в 2015 году я закончил работать на телевидении, и мой друг, мой товарищ начал снимать проект, телесериал, и он предложил поработать. Меня позвали вторым оператором, но получилось так, что пост, который приехал из Москвы, оперпост, он привез с собой второго оператора, он сказал, нет, я буду работать только со своим проверенным. Он привез своего второго оператора, они привезли одного фокус-пуллера, который был закреплен за вторым оператором, а меня поставили к посту крутить ему фокус. И я, наверное, смен 50 прокрутил фокус. Ну или сколько там мы снимали, 1,5 месяца, 2 месяца, уже не помню, честно. Страшно ли было тебе выходить на такие проекты? В будущем, как я понимаю, ты же работал на телеке, ты понимал, что такое фокус, но ты не понимал, наверное, как вообще структурно работает фокус-пуллер. Или понимал? Честно, нет. Естественно, я не понимал, кто такой фокус-пуллер. То есть телек же отличается от кино. Сказать, что кино сложнее или телек там проще, нет. Это неправильно будет сказать. Но фокус я не крутил, скажу так. Я уже на тот период, я уже вообще давно никому не ассистировал. А тут, да, мне пришлось ассистировать. На телеке я был уже режиссером проекта, а здесь мне пришлось, вкрутить фокус. Я не к тому, что там какое-то понижение или еще что-то. Нет. Я не про это. Я не понимал. То есть мне сказали делать вот так. Окей. Ты же ради опыта пошел, ради интереса. Конечно. Чтобы посмотреть, что это такое. Конечно. И как? Прикольно, все в фокусе. Ну, это хорошо, это хорошо. Ну, конечно же, тоже, почему я затронул эту тему, потому что, помнишь, мы с тобой обсуждали, если не ошибаюсь, Витя Бормутов его звали, он привез несколько интересных вещей к нам, в индустрию. Касательно, помнишь, расскажи тот случай, когда вы вышли на проект, и вам нужно было ночью сделать день. А почему для нас это, допустим, сейчас обсуждаем, почему этот момент для обсуждения? В тот момент для нас это была новая информация. Возможно, были какие-то люди, которые это знали, но они этой информацией не делились. И в связи с тем, что он привез эту информацию, для нас это было прям нифига себе. А так можно было? Смотри, во-первых, Астана не снимала практически ничего на тот период. Да? Очень мало каких-то... Именно кино?
Да. Это основать, чтобы люди понимали, что они подумают ничего, и телек тоже ничего. Телек жил всегда, и он будет Телек жить, жил мне кажется. всегда, да. А из кино снималось, ну, может быть, что-то снималось, но это были какие-то... Казахфильмовский, наверное, проект. Ну, это было очень мало проектов, да. Ренталов на тот период в Астане не было. Ну, он зарождался один вроде, Рентал там был. Нет, он зародился намного позже, Еще уже и позже. позже зародился уже на других проектах. Да, у первого, не будем называть, да, имена, у первого рентала, скажем так, на тот период, естественно, что-то было, но вся съемочная площадка была привезена тогда из Москвы. Начиная от камер, заканчивая, по-моему, просто стендами. Мешков с песком. Ну, мешки с песками, я не знаю, откуда они были, но просто прилетел самолет и с кучей техникой. Это все привезли механики из Москвы. В Астане этого не было. Шабыт еще не выпустил такое количество операторов. Какой год это пойми? Ну, да не, мне кажется, еще не было. Нет, 2015 год. Это 2015. А это уже первые выпуски пошли. Ну 15 вот. год уже выпустился. Ну вот, ну это пошли первые выпуски, да, то есть ребята еще как бы тоже там, ну, они наверняка знали все это, да, они, скорее всего, это умели. А мы, ну, были первопроходцы, и для меня, когда там ночью мы поставили там кинофло в окно, просто тюль прикрыли, шторкой прикрыли, и там у нас день был, таким, опа, прикольно. Ну да, к чему я клоню, когда ты эту технологию привез. Назови, почему я говорю привез ты, потому что я от тебя это получил. И ты просто ставишь за окно в кинофло, завешиваешь фростом ее, и ты говоришь, смотри, день, и ты так смотришь в плейбэк, и ты такой, день же. День. И после этого это дало очень больших вещей. Я бы вот хотел, чтобы ты еще поделился одним очень прекрасным опытом. Мне нравится, как ты всегда отзываешься о нем, когда вы снимали рекламу КамАЗа, и вы потащили КамАЗ очень далеко ради одного кадра. Не КамАЗ. Это был не КамАЗ, это мы снимали. Ну, я КамАЗ назвал, я не помню. Это была вообще реклама одной государственной организации, спецсона, так назовем его. Мы заказывали фуру, да, трак, такой, ну, трак, ну, как по-русски трак. Да, правильно, да. КамАЗ с большим прицепом. Ну, это такой американский трак был, чисто американец, да, мы его заказали, по-моему, в Кокчетаве, если мне не изменяет память, мы его нашли, это был такой прям красивенький, и мы его потащили в Астану, арендовали, потащили в Астану, но нам нужен был кадр основной, из-за чего мы его, в принципе, сюда и потащили, это на Боровской трассе, то есть есть там, по-моему, 150 или 170. Перед Боровым почти, там, за 30 километров. Да, это ближе к Боровому. Есть такая небольшая площадка, километров там 10, где ты прям дорога ведет в Сосновом Бору, слева-справа лес, и вот ради этого мы туда повезли, да, мы подняли там коптер, мы сняли его с воздуха, и один, по-моему, с земли просто такой проездка, и все. А кто настоял насчет этого кадра? Но у нас он был заявлен. Кстати, Витюня Бурматов и был... Он и снимал этот проект. Ну, то есть ты же, возможно, там выходил как режиссер туда же, да? Да, это... Ну, ты же мог отрицать, сказать, зачем давай снимем в городе? Но он же настоял. Да. И ты об этом не сожалеешь. Вообще ни грамма. Но здесь стоит вопрос того, чтобы ребята понимали, что если твоя идея хороша, отстаивать ее до последнего. Ну, это естественно. Продюсеры, это гениальный. Ну, я не говорю, что это гениальный кадр. В тот момент это было круто. Но он залетел. Этот кадр залетел. В линейке всего вот проекта, да, там ролика буквально там на 2 минуты. Ну, это было очень Ну, то есть, можно эффектно. сказать, да, здесь за что платить постановщику? То есть вот ты постановщик, допустим, просишь 1 000 000. За что платить? Именно за вот такие какие-то моменты, которые другие, возможно, не замечают. Согласен? Да, потому что, например, мы в тот же день, да, мы уже в Астане снимая, там 1200 мы поставили за окно, а даже не за окно, по-моему, уже внутри он стоял. И человек, проходя, мы поймали этот лучик. Ну, то есть это было все красиво. То есть оперпост пришел и поставил свет так, как потом это все залетело. Чтобы это было красиво. Красиво, да. Отлично. Ну, теперь следующий вопрос касательно телека. Я знаю, что ты был режиссером еще по совместительству. Какие проекты ты снял? Ну, либо режиссировал, как это правильно. Ну, смотри, до 2015 года я работал на 7 канале. У нас был проект, он назывался «Другими словами». Я считаю, это один из крутых проектов, которые мы делали. Это итоговая программа была. Ну, то есть на КТК это был портрет недели.
там на Хабаре это Житыкун, ну, на других там Аптай, Носы какой-нибудь. Ну, то есть на каждом канале есть итоги недели. Этот проект мы делали года 3. Ну, я года 3 просидел режиссером этого проекта. И ты управлял операторами. И непосредственно вообще всем управлял. Ну, смотри, там опять же как. То есть есть руководитель проекта, человек, который каждую неделю решает, что это будет. Ну, назовем это главный редактор, да, руководитель, он же главный редактор, который определяет темы. Мы с ним, ну, как бы с журналистами все это решается. Где-то я выезжал на съемки, где-то операторы выезжали на съемки. Но моя режиссерская работа непосредственно была уже, скорее всего, в последний день, да, когда шла запись студии, запись ведущего, когда там ты готовишь заплечники. Ну, то есть это вот мониторы, которые стоят за ведущим, и там появляются какие-то картинки. Ну, говорим, не знаю, про уборку пшеницы, и у нас там на мониторе, да, там мы видим, как комбайн едет пшеницу убирать. Ну, условно такие. Плюс, естественно, монтаж. Ты приходишь в монтажку, твои там видеоинженеры сидят, ребята. А ты сам монтируешь? Нет, я не могу. Нет, имеется в виду, ты там монтируешь сам или тебе люди помогают? Они монтируют. Ты просто приходишь и проверяешь. А нужно ли тебе знать монтаж для этого? Ну, если ты оператор, тебе желательно знать монтаж. А если ты режиссер? Тебе нужно знать как минимум, как снимать и как монтировать. Ну, то есть тут больше тем ребятам, которые, возможно, захотят прийти на телек. То есть есть некоторые моменты, я думаю, телек настолько автоматизирован, что если ты талантлив и ты что-то умеешь, если ты попадешь в это колесо, ты просто укатишься вместе с ними. Ну, имеется в виду, они тебе помогут. Ну, наверное, да. На большом уровне. Хорошо, так, и ты помогаешь им, это все. Ну да, ты просто следишь, смотришь, они, ну, там всегда все работают в основном профессионалы, они знают, что делать. Ты просто контролишь. Приходишь, говоришь, окей, вот здесь давай этот кадр уберем. Потом идешь, садишься за пульт, у тебя там 4-5 камер в студии, осветители, ассистенты, суфлер крутит, мальчик, девочка какая-нибудь, все работают, и ты просто управляешь. Ты можешь просто даже сидеть, не нажимать кнопки, у тебя будет сидеть человек, который будет нажимать кнопки, а ты будешь просто говорить, 1-я, 2-я, 3-я камера работает. Будучи, когда ты находился на этой площадке, как ты относился к молодым, которые приходили на проект? У тебя были случаи, когда к тебе приходили там прям, ну, зеленые прям пришли такие? Да. Как ты к ним относился? Ну, они работают. Ты им просто даешь команду, и все. Прикольно. Хорошо. А можно ли сказать то, что благодаря тому, что ты работал на телеке и проработал очень много времени, это помогло тебе открыть твою компанию? Ну, не то, что помогло, а когда ты ушел с телека, то, что ты был условно, ну, не условно, ты был одним из лучших, и ты пахал больше всех, это дало хороший шлейф того, что ты ответственный и серьезный человек, и ты открываешь свою компанию на фоне этого. Ну, не знаю, на фоне этого, не на фоне этого, опять же, да. Это ну, одно из вещей, которые, возможно... Ну да, мы открыли свою компанию, да, нас знали руководители каналов, нас знали замы этих каналов, и по-прежнему знают. Многие наши коллеги, с которыми, да, мы вот там работали в поле, сейчас они там, кто-то депутат, например, Мажилиса, кто-то руководитель телеканала. Ну вот мы с ними работали. Круто. Ну круто. Здесь тоже вопрос того, чтобы ребята понимали, что если будешь работать, в будущем, если даже ты уйдешь с какой-то компании, нужно двери свои оставлять открытыми. Вот отвечая на твой вопрос, для молодых, ребята, вот просто работать, не бояться ничего. То есть я всегда говорю, что мне не стыдно, и я поеду на съемку записать интервью условно за 10-15 тысяч тенге. Потому что, ну, во-первых, это деньги, а во-вторых, ну, если я свободен, почему нет? Окей, я поехал, снял. То есть если ты хочешь набить себе руку, снимай нон-стопом. Каждый день идешь по городу, лень доставать телефон, просто такой, о, классный кадр, он там солнышко через веточки, через листья, там какая-нибудь птичка что-то зачирикала, да, и ты это увидел, такой, это же кадр. Это целая история. И ты эту историю хотя бы как минимум увидел своим глазом, она у тебя где-то запечатлелась, и завтра, когда тебе нужно выйти на площадку, и тебе скажут, там, поставят задачу, сними 3 кадра весну, ты такой,
Говоришь, я знаю, как снять весну. Я сниму этот лучик, я сниму, как птичка чирикает, и там какой-то еще кадр добавлю, и все поймут, что это весна. Это вот смотри, вот самое главное вот отличие вот, телека и кино, ну, может быть, не главное, но одно из отличий, что у оператора на телеке времени меньше. У киношного оператора времени больше. То есть телевизионный оператор, он снимает историю здесь и сейчас, которая творится в этот момент. Киношный оператор, он может себе позволить создать эту историю. Вот условно, да, сейчас за окном ночь, если мы сейчас захотим, мы сделаем, что будет солнечно, и будет солнце светить. Вот, мы создадим новую историю. А телевизионный оператор, он не сможет это сделать. То есть, естественно, в том плане, что он будет работать по факту. Основная задача телевизионного оператора, если зритель выключил звук, чтобы он понял, что происходит, где происходит и когда происходит. Просто с первого кадра он должен это понять. Блин, круто. Если он выключил звук, он должен все понять. Да. Ну, вот опять же, да, история вот моего главного оператора, там, Тимура, когда его отправили очередной раз на обучение, их учитель собрал всех операторов, он такой говорит, снимите мне в 3 кадра сквозняк. Окей, поставь задачу своим ребятам, снимите сквозняк. Ну, мы не будем тогда говорить, а как его снять? Пусть пусть снимут. Подумают, почему нет? Это будет прикольно. Очень прикольно. Да. 3 кадрами, чтобы все поняли, что это был сквозняк. Я ранее кому-то говорил, но думаю, не забыли. Пусть но это будет круто, да. Это очень классный лайфхак для операторов практиковаться. То есть, и вот поэтому, у киношного оператора, да, есть время. Они с режиссером сели, продумали, как движение будет, как там здесь подуют, еще что-то. А у телевизионного нет. Он приехал, условно, не знаю, на съемку в Аккорду, и у него есть 10 секунд, там, 15 секунд, чтобы снять, закрыть видео. Вот, и это самое главное, вот, наверное, отличие, да, что ты такой прибегаешь на съемку, у тебя 10 секунд, и тебе надо как минимум снять 3-4 кадра по 2-3 секунды. Ты бежишь, то есть сейчас ребята, опять же, да, им сложно понять, то есть они сейчас с фотоаппаратом, там, кнопочку автомат нажал, и все, они забежали, у них баланс белого, все нормально. В авторежиме. В авторежиме. Ну, ладно, бывают разные ситуации. У меня просто был случай, когда у нас была встреча с Хиллари Клинтон, да, в Нью-Йорке. Нас ведут по коридору, я вижу коридор, я вижу помещение, где это будет все происходить. Мы забегаем туда, я просто, не заходя еще туда, я уже балансируюсь по белому. Я вижу потолок, да, я наезжаю. В движении. В движении, да, быстренько балансируюсь, потому что я знаю, что у меня всего 10 секунд. А мне нужно снять максимально кадров. И ты, не выключая камеру, просто работаешь транслокатором, да, то, соответственно, есть рукопожатие, и тебя просто вот выталкивают, ты уходишь. Вот это главное отличие киношника от телевизионщика. То есть ты как бы с правами, но и без. Скорость мышления. То есть скорость мышления, ты снимаешь первый кадр, и тебе нужно ты уже знаешь, какой ты будешь снимать второй кадр, а какой ты будешь снимать третий кадр, ты уже наперед. Киношника, да, это тоже есть, он знает, как это будет снимать, но он пришел, сел, кадр поставили, подумали, ой, что-то не так. Вот только вот, наверное... Нет, здесь ты целиком полностью с тобой согласен. Я работал на телеке, и я понял, что это не мое. Именно потому, что ты сейчас и назвал. Я не готов постоянно принимать эти решения. Я не готов, что они не дают времени, из-за этого я не остался на телеке. Меня звали. И несколько раз меня звали на телек, и меня звали там, ну не прямо на руководящую должность, но звали там на хорошую позицию. Но я понимал, что если я туда встану, я не справлюсь. Ну, я не смогу просто вот это вот, как ты сказал, настолько быстро, постоянно принимать решения. Ну да. Ну ты вот утром, вот знаешь, можешь поехать снимать колхоз. Да. А после обеда ты можешь поехать в Мажилис, Сенат, в Аккорду и снимать уже первых лиц. И ты это делаешь нон-стопом, и ты снимаешь вообще абсолютно все. Вот это, наверное, и является тем, что когда ты очень много снимаешь, у тебя уже глаз работает, мозг работает, палец работает. Вот это вот нажатие кнопки REC у камер, в которых мы работали, REC был в основном вот здесь снизу, спереди. Все работали, да, спереди. Это такая привычка, которому ты там
на автомате. Мне сейчас дай эту камеру, я на автомате. Есть, да, с других сторон, да, рэк, но вот эта вот она вот всегда работала. Вообще, блин. Ну, конечно же, это телевизионщики, ни в коем случае никогда их не обижал, но в любом случае это очень колоссальный и сложный труд. Ну, я знаю просто одного режиссера, который... Не, ну, ты правильно ранее озвучиваешь, что у телевизионщиков другая стоит задача. Просто другая задача, и все. Это как вот есть же люди, которые на Формуле-1 гоняют. Да и не знают, как машине дать просраться нормально. И мы такие на чехомырках пытаемся тоже дать просраться, но мы неправильно это делаем. И вот вся разница. Но они же не сидят, не говорят, кто какие вы уроды. Они остаются при своих. Ну хорошо, давай немножко прыгнем в тему. Я знаю, что ты был ранее в Америке. У тебя супруга поступила в зарубежный вуз. Ну да. Вот. И если не ошибаюсь, ты там был. Работал ли там, или ты фотографом, оператором? Ну, по съемкам двигался ли ты там? Я искал работу. Было несколько таких. Но опять же, это были объявления, да, объявления, я связывался. Но это было все как-то... Это какие-то свадьбы были. Одна была свадьба, все-таки за какие-то смешные деньги. Но я отказался. Потом еще какое-то одно... Тоже не сошлись мы там по времени, по сумме. И с Казахстана пару раз был запрос. Но это нужно было ехать в другой штат. И, то есть, и гонорар не покрывал даже перелета. Там. То есть, поэтому, честно, нет. Поэтому рассказать, как там в Америке и как там работают площадки, я тебе не скажу. Я знаю, что там просто люди больше получают. Ну, что я знаю, то знаю. Главное, что ты там был, посмотрел, понюхал, увидел. Ну да. И что, как? Хорошо. За бугром хорошо. Там по-другому. Ну, само собой. Ну, давай вернемся немножко в наши 2017 года, когда мы с тобой снимали очень один крутой сериал. Киберзащитники. Вот скажи мне, опять же, тебя назначает постановщиком. С какими ты страхами столкнулся перед выходом на проект? Или ты вообще не боялся? Вот здесь я тебе сейчас скажу такую вещь. Главная команда. Вот главная команда. Когда я понял, что у меня в команде те, у тебя страха нет. То есть, когда я позвонил тебе и сказал, Саня, пошли, будешь гафером, да. Нет, ты мне вторым предложил сначала. Вторым? Ты мне позвонил, пошли вторым опером. Потом мы с тобой сели, пообщались, ты такой, давай ты лучше в свет пойдешь, ты мне сказал. Потому что у нас не было оперов, тебе нужно было 3 оператора, ты меня хотел взять вторым, но потом мы с тобой сели, посовещались, ты такой говоришь, давай ты лучше в свет пойдешь, но типа условно на базе второго. Потому что мы взяли операторов других, и они... Я, честно, не помню, кто сейчас у нас операторами там были. Там были шабытовские парни, которые сейчас уже... все вспомнил. Аян был, все вспомнил и двое этих. Да, я вспомнил этих И ребят. ты сказал, давай ты пойдешь в свет. Еще до встречи с ними. Ты мне потом сказал, давай иди в гафера, короче. Я говорю, ну окей, ты сказал, я просто подчинюсь. Ну, то есть, зная, что ты пойдешь у меня на свете, то есть для меня это уже было полпобеды, да, то есть я понимал, что окей, мы это выгребем. Проблем не будет. Спасибо. Но я тогда так не думал. Мне было просто очково. Не, ну... Почему? Куда? Что? Очково, ну, это дурак только не боится. Ну, по идее. Не боятся только дураки, это определенно. Но когда ты знаешь, что у тебя есть команда, с которой ты можешь сделать что-то, то ты просто идешь, ныряешь и go. Просто, опять же, вот мы... В начале нашей беседы я там тебе рассказывал историю документального фильма. Группа «Ленинград», Шнур, ну, его наверняка все знают, в какой-то момент разгоняет всю свою команду, всех музыкантов своих. Они на него обиженные. И вот у него, журналист у него спрашивает, почему вы так сделали? Он говорит, понимаете, есть, говорит, команда, с которой ты можешь взять пивняк, бар, ночник, ночной клуб, да. А есть команда, с которой ты можешь взять стадион. Это 2 разные команды. И вот когда ты веришь в свою команду, и когда ты собираешь вокруг себя эту команду, то, чувак, это просто go. Блин, ну круто. То, что ты сейчас говоришь, и сейчас у меня многие параллели провелись, я стараюсь своим ученикам это привить, это чувство команды и чувство, конечно. чтобы они брать могли стадион. Чувство плеча. То есть я знал, что, то есть, если говорить о том конкретном сериале, я знал, что у меня не возникнет вопросов, как будет свет стоять. То есть я ставил задачу, я знал, что он будет. Да, у нас были там споры, да, у нас были скандалы, да, у нас какие-то были. Да нет, там по мелочи было. Ну, это нормальное явление, потому что, опять же,
когда ты стоишь у руля и ты командуешь, да, у тебя уровень ответственности намного выше. Ну, у тебя и опыт был большой. Ну, Ты может же быть. уже ранее орудовал людьми, то есть я просто сейчас вспоминаю, были там пару конфликтов, были пару вещей, и я просто понимаю, что все-таки как ты ювелирно с ними обращался, как ты со мной ювелирно обращался. Там были какие-то косяки небольшие, но ты очень ювелирно это доносил, и я так думаю, что ты неким был чуваком, который посадил в меня семечку правильного обращения с командой. Как Надеюсь. правильно к ним относиться, потому что у тебя реально было отношение совсем другое. Вот совсем другое. И ко мне, и к моим ребятам, хоть как-то ты... Ну, для меня ты был очень как бы эталоном, примером, потому что других постановщиков я не видал в тот момент. И это было, по идее, очень приятно, что доверился. Но проект был веселый. Да. Помнишь, когда мы одного молодого человека, актера, выбесили одни актеры, и он ходил, все крушил? Мы спорили, кто будет ему держать пенку. Ну, да, уже, я думаю, можно назвать этого актера. Это гениальный актер Мурат Бисембин. Там случилась такая ситуация, я сам ее расскажу. Актеры второстепенных ролей, они не очень хорошо подготовились к роли. А для меня был Мурат Бисембин тогда, типа, для меня было представлено, здоровый мужик, накачанный, я думал, он просто гений. Но потом, когда мне сказали, что он, когда приходит домой, не домой, а в отель спать, он брал сценарий и учил текст. У нас не было, помнишь, у нас 2 дубля с ним редко было. Всегда все с первого дубля и все четко по тексту. А второстепенные роли сыпались. И в один день на какую-то 15-ю смену Скала пошла грошить все. И у нас был спор, кто будет перед ним держать пенку. Это было ужас. Ну, да. Это было страшно. Ну, Кого Мурат отправить? Бисембин, это, опять же, да, это гениальный актер. Одна из ролей — это ракетир. Вот. Вы должны представлять, это какая-то скала мышц была. Ну, он обалденный. Ну, я же говорю, вот мы с ним поработали, а когда я его увидел, я такой, типа, ну вот, хороший был проект, мы его завершили. Ну, это прекрасно. Еще я как вспомню, помнишь, мы флоху клеили на потолок? Это же мы же первые, кто юзали 3-метровую флоху. Там же 3-метровая она была. Единственная. Я не помню, скольки она Она метров. очень длинная была, как 3 флохи было. Она просто там ну, типа, вот, больше даже. Да, я помню эту фразу: хочешь снять говно, возьми побольше кинофло. Ну да, мы снимали все на кинофло. Нет, здесь я не соглашусь. Спустя года, вот я сейчас стал преподавателем, наставником, начал смотреть. Ребята, идите вы в жопу. Ситком же был. Да. А в ситкоме что? Задача какая? Чтоб все было светло. Все, идите куда подальше. Вторая задача, которая ко мне пришла, мне сказали: Саня, у тебя 2 панауры, у тебя 8 кинофло и 3 650. Больше ничего нет. На переставление времени нет. Задача 3 офиса осветить. Чтоб ты сказал кнопку, мы эту задачу выполним. То есть те люди, которые так говорят, я понимаю, если ты пошел в кино или там, допустим, на сериал, на который у тебя там условно в день 2 минуты ты выдаешь, и ты выдаешь с кинофло заливной свет, я с тобой согласен. Но то, что мы создали с тобой в тот день и в те времена, я считаю, это было очень круто. Ну да, мы выгоняли, наверное, минут 10, наверное, мы давали. Больше, ты что, мы вообще нон-стопом, у нас дублей не было. Говорю, у нас дубли были только по второстепенным. Ну, в серию вряд ли мы в смену выдавали. Ну, минут, наверное, полсерии, минут 10, я думаю, мы точно давали. Смело. То есть у нас была одна большая локация, один большой павильон, и в этом павильоне у нас было 4 локации. Была комната одна, комната вторая, комната третья, длинная комната, типа туалет. Потом соседний был у нас еще большой павильон, там была компьютерная. И при входе был один офис шефа, Ну и да. мы его... Вход его просто и там. И у нас был потрясающий продюсер, я считаю. Просто вот Ваня Кенерейш, он мне показал то, как надо быть правильным продюсером. Это вопрос. Я ухожу с проекта, чем это чревато? Люди просто не понимают. Ну, это все, это пересъем полный. То есть это уже была примерно 19-я смена. Я не помню, это какая смена была. Я помню, за половину мы перевалили. Да, это однозначно за экватор мы ушли, это по-любому. И, во-первых, это ключевой герой. Во-вторых, это крутой герой, крутой актер, и потерять такого спеца, это, во-первых, это минус, а во-вторых, это полный пересъем. То есть там его еще смен было, я не знаю, там еще, наверное, как минимум штук 10 было его смен, поэтому это было бы сложно. Но Мура тогда готовился к фильму, к Томирису. Он на диете еще же был тогда, я помню точно. Да, он готовился к метру Томирис тогда, по-моему.
Просто вот сейчас вот начал вспоминать, какие ошибки были допущены со стороны кастинг-директора, со стороны Крафта. Я вот сейчас сижу и понимаю, елки-палки, он на жесткой сушке сидел. И это объясняется, конечно же, его нервы, ну, потому что, прикинь, чувак на сушке сидит, он рама такая и не доедает. И, естественно, ему было тяжело. Ну да, в тот момент. Ну, это ладно, это. Но в любом случае, спасибо за этот проект, он был очень классным, он был очень крутым. И возвращаясь к вопросу, жалели ли о каких-то проектах, да, скорее всего, нет. Даже вот... Есть один проектик у нас. Ну, ты сейчас к нему, я как понял, ты хочешь подвести к этому Не, можем проекту. не говорить о нем. Ну, я скажу так, любой проект — это опыт, жизненный опыт, да. Что бы ни произошло, ты чему-то там научился. И вот, опережая твой вопрос, мы как раз обсуждали, будем мы это обсуждать или нет, этот, наверное, проект научил реагировать, да, знаешь, если ты чувствуешь, что это хрень, уходи. Потому что на старте, на моменте, да, кастинга, я уже тогда помню, ушло несколько актеров, там Арайка Алимхан тогда ушла, просто раз появившись, сказала, не, я здесь не буду сниматься. Потом еще кто-то из ребят, я уже не помню, то есть многие начали отсеиваться на уровне там кастинга, когда они заходили в помещение, где проходил этот кастинг. Они такие, окей, мы с этими ребятами работать не будем. Но я считаю, такие проекты должны быть. Ну, для кого? Для команды. Для команды? Я считаю, для команды, для постановщика. Для опыта обязательно нужно. Но мы когда считали, там по 20 миллионов же иск кинули. На 20 миллионов. Но это же много. Ну чтоб ребята понимали, опять же, да, это был 2000... Ну, не было проектов вообще от слова. Нет, подожди, 2018, наверное, ой, 16-17 год, наверное, был, да? Да, где-то так. И те суммы, о которых там сейчас идет речь, это баснословные суммы были. Сейчас это где-то 40-50, вот так. Да. Всей съемочной группе не заплатили за 40. Ну, по-моему, только ренталы, да, опять же, что-то отбили. Там попытки были, ничего не получили. Не, ну они изначально просто сдавали с предоплатой, и там что-то они поймали. То есть одному ренталу там разбили монитор. Но до сих пор целый. Он до сих пор у него работает. Я не знаю, заплатили ему, нет. Я как бы это не спрашивал у него. Не заплатили ему. Я знаю даже, кто сломал это. Это сейчас можно раскрыть. Это был Элвис. У меня был фонарик. Я спал, просыпаюсь. Он поднимает фонарик. А фонарик упал вот так прямо на моник. Он был балбес. Это Бэмби, да? Это да, Бэмби. Элвис его называют все. В народе Элвис. Да, ну такой проект должен быть. Но в том проекте ты показал себя, я когда на тебя смотрел в тот момент, не то что кремень, какой камень ты был. Мы уже спали, все, мы уже вот ну, так да, у нас крайняя смена была 36, по-моему, часов. Ну, мы 48 взяли там с тобой. Ну, или 48 часов, да, это просто я помню. И крайний кадр я снимал, я просто вот так вот, приборы вот так, полкоманды уже спала, я просто прибор вот так в кучу поставил, светит. Окей, рек, стоп. Машина подъехала, я камеру поставил, сказал всем до свидания и ушел. Это 36 или 48? Нет, 48 мы получили с тобой на этом проекте. Это был прям очень тяжелый. Это был трындец, конечно. Это был адский ад. Это, не дай бог никому такого проекта. Ну, и этот проект показатель того, знаешь, чего еще? Когда продюсерская служба распиздяи. Вот. И много курят. Очень много курят. Там просто... Вспомни локацию дома. Это был шоурум. Конечно, помню. Это шоурум одного из застройщиков, не будем называть, опять же, да, шоурум, где там были белые простыни, там полностью упакованная квартира, в которой... Это была весна. Весна, в которой, когда зашел директор этой компании, увидел, что люди спят в обуви на белых простынях, где гусь обгадил всю ванну итальянскую, квартиру, да, то, это... Им было неприятно. Но еще проблема в том, что сейчас я тоже, ребят, учим сидеть на Apple-боксах лучше. Потому что, помнишь, когда люди встали, они на нас начали грешить, что это мы сделали. А на самом деле это были не мы, потому что мы снимали, нам было не до этого. Когда на диванах были отпечатки жоп. Они выходили, курили на улице на лавочке, возвращались, садились на этот диван, а там на итальянском диване 2 такие жопы.
Ну, там, в общем, разбили зеркало, я помню. О, это же я был. Загажена была вся квартира. Ну, просто уничтожена. Шоурум был просто уничтожен. И причем это мы снимали буквально там 3 или 4 смены, по-моему, да, там. Недолго мы находились там. Ну, квартира была уничтожена просто в хлам. Да, ну вот тоже стоит вопрос того, что просто вот наш опыт, ну, некому было подсказать нам тогда. Кто бы нам подсказал? Ну, наш опыт был в чем? Мы какой получили? Что нужно доверять своему чутью, что Да. то есть, если ты видишь, что здесь... Пахнет жареным. Да, тебя как минимум кинут, и ты будешь питаться в течение там месяца этой... Как это? Сырная Колбаса. колбаса. Да, да. Колбасный сыр вот этот вот с хлебом, майонезом, и тебе будут привозить Роллтон на площадку. И говорить, а вас что, еще и кормить надо? Да, еще и вас кормить надо будет. И когда смена у тебя там по 15, по 16 часов, да, надо. Вот это трындец. Не, ну я считаю, такие опыты должны быть у постановщиков, эти опыты должны быть у команды, чтобы, вот как мы ранее озвучили, чтобы вовремя свое чутье услышать. Было и у тебя, и у меня, у нас у обоих был, давай уйдем. Но нас что-то всегда останавливало. Ну, у меня, видишь, как... Я дал слово, да. То есть это было какое-то... Может быть, вот это у меня сыграло, что я сказал, я это сделаю, доведу до ума. Ну, мы довели до ума. Ой, честно, я не хочу, чтобы мы называли вообще это название этого фильма, мы не будем да. называть этот проект, просто мы его довели до конца, мы сняли и Потому сдали что как его смонтировали и как его выдали в кинотеатре. Это была жесть. Да, ну там просто стыдно. Стыдно, что там стояли наши фамилии. Ну, вот за этот проект, наверное, стыдно. Но зато теперь смотри, сейчас, когда мы входим на проект, мы оставляем за собой возможность убрать свою фамилию с титров. Мы оставляем за собой, если кто-то, продюсер, не выполняет каких-то мелких обязательств, мы вправе там что-то исправить. Этот проект был опытом хорошим. Ну, я думаю, знаешь, благодаря вот этим всем проектам, в частности этому, у нас есть теперь бэкграунд и опыт, и мы можем выбирать проект. Вот это самое главное, что ты переходишь в эту стадию, когда ты не просто не хватаешь все подряд, лишь бы заработать какие-то деньги, а ты можешь выбирать. Я не помню тот период, мы хватались за все подряд или как, но мы взялись за этот проект. Ну. Этот проект шумел, типа, единственные, кто снимают после нашего одного друга. Типа, мы только снимаем здесь. Мы, короче, сериал с тобой уже прошли, мы уже были хорошей, слаженной командой. Сериал? Да, мы прошли сериал «Киберзащитники», мы его прошли уже. И нас звали на этот проект. Мы уже были сыты, мы уже с ренталами работали, с нужными людьми работали. Был Джуз, была Дэми Ли, был парнишка, родственник, я забыл, как его зовут. Переверзева, сын вроде. Он уже был тоже с нами на проекте, он готовился об отправке в Чехию. И еще кто-то был, и Элвис с нами был уже. Мы уже после этого проекта были там, и мы были вот такие, типа, готовые. Давай. Я честно, я не помню, когда этот проект снимали, после какого проекта мы снимали, но... Но я скажу одно, я сожалею, знаешь, о чем? Но в этот момент тоже мне там даже насоветовали, я тоже поддался на этот совет, надо было садить человека. У нас был выбор, садить или не садить. Когда нам сказали, мы вам деньги все поднимем, восстановим, просто сыграла жалость актеров. Актеры подошли, ну, девочка молодая, давайте мы ее садить не будем. Ну, по сей день, так сказать, мы ту сумму, которую мы отработали, мы не получили. Да, я уже ее похоронил. Нет, похоронить-то похоронил, я понимаю, но не то чтобы таких людей наказывать, но должна быть какая-то ответственность. Государство почему у нас, допустим, на законодательном уровне не примет какой-нибудь закон о кино, например, да, там, понимание смены. Ну, в общем и целом, я думаю, мы с тобой все обсудили. Я сейчас единственное, типа, давай попробую задать блиц, это мы такой тренд Дудя сделаем. Может быть, мы с тобой еще дополнительно соберемся. Почему? Потому что можно много чего еще обсудить, но не успеем. Давай. Камера или линзы? Это такой спорный всегда для многих момент. Скажу так, я всегда это говорю. Лучше иметь камеру за $50, а линзы за 500. Все-таки линза важнее. Ну, это опять же по мне. Ну, конечно, для это же меня, твой опыт. Да, для меня все-таки лучше хорошая оптика. Телек или кино? Для меня телек. Хорошо. Возьмешь телевизионную камеру или Соньку?
Ну, смотри, сейчас вообще глупо взять телевизионную камеру сейчас большую, да, бессмысленно, потому что, ну, Sony маленькие Плечо или статика? от ситуации. Ронин или стадикам? То есть, ну, механический Я или понял. электрический? От задачи. Ну, есть же какое-то предпочтение? Ну, пусть будет, наверное. Ну, так как я все-таки сейчас больше вот с этими камерами, да, маленькими, то, скорее всего, тогда... Ну, сейчас это Ронин. Мгм. Выберешь павильон или улицу? Натура или павильон? Отвечу стандартно. Все от задачи, но проще работать в павильоне. Ну да, в комфорте. Ну, павильон — это комфорт. Ну, Это очень хороший комфорт. Как минимум комфорт, плюс тебе легче там управлять. То есть на улице как ты можешь управлять солнцем? Никак. Ну, то есть Она идет просто, ей плевать. И плевать, да. И опять же, вот сейчас к моменту скажу, мы снимали сериал. Сори, если там или у тебя время. Ну, Нет, я просто не пишу. мы снимали сериал, когда главная героиня там узнает, что там типа ее парень там что-то там с ней изменяет или еще что-то. Я уже не помню, какая ситуация. Она едет и плачет в машине. Лето, Астана. Мы гриппуем камеру внутрь машины. Она едет, мы крупно снимаем слезы. Нет, мы гриппуем на капот машины, и мы снимаем через лобовое стекло, как она едет за рулем и плачет. Мы снимаем, солнце светит ярко, мы сняли, все классно. Режиссер говорит: классно, чуваки, давайте, мне нужен теперь планчик, как машина едет просто по городу. Вот эта машина, как она едет, плачет. Ну окей, разгрипповывается машина, гриппуется вторая машина, на стадикам гриппуются, выезжаем, идет ливень. Просто кошмарный ливень. Он такой: классно, слезы, ливень, все, снимаем. Останавливаемся, говорит, быстро гриппуем камеру, мы снимаем лобовое стекло. Пока шла перегрип, ну, буквально сколько, ну, минут там 30 это ушло. Вышло солнце опять, и все, и, короче, к херам. Вот к тому, что павильон или натура, в павильоне проще, на натуре дешевле. Хорошо. Команда или деньги? Ну, команда. С хорошей командой будут хорошие деньги. Хорошо. Ну и давай к завершению. Если не ошибаюсь, у тебя есть небольшая компания. И в нее, если не ошибаюсь, всегда нужны специалисты. Если нужны, то какого плана? Может быть, нас это посмотрит и захочет. Ну, специалисты, они всегда нужны. Команда, ну, для чего команда создается? Ну, для того, чтобы, опять же, к интервью Шнура есть команда, с которой можно взять там ночной клуб, а есть, с которой можно взять стадион. Поэтому мы всегда, как бы, да, у нас хорошая команда, у нас классные ребята, но мы всегда открыты к тому, чтобы взять кого-то. Ну, это операторы, это видеоинженеры. Сейчас, например, нам конкретно нужен оператор. Мы ищем сейчас оператора. Ну, то есть тебе важен оператор с каким-то большим опытом или с маленьким? Нет. Давайте так. Критерий, по которым ты отбираешь оператора. Операторов? Да, вот критерий. У тебя же есть какой-то? Он должен любить свою работу. Как ты это понимаешь? Ну, когда, понимаешь, вот, например, такая история, да, я покупаю новый свет в студию, вот эти кодексы типа DD-лайтов. Он приходит, оператор видит это все. Я, получив вот этот свет, для меня это как игрушка, да, я начинаю юзать ее, блин, кайф, ты что можно сделать, давай вот. А когда оператор такой: окей, классно, да, хорошо, что мы сделаем? Там контровой поставим? Я говорю: да, контровой поставим. И вот он поставил контровой, и все, он просто эти приборы стоят как контровые, когда, ну, просто приходит и механически делает все. То, что ему сказали. То, что ему сказали, это механик. Вот мне механик не нужен был. Сейчас он мне не нужен. Мне нужен, ну, например, мне главное, чтобы горели глаза, то есть чтобы он был фанатом своей истории, да, вот этой вот телевизионной, там, не знаю, киношной. Можно ее назвать по-разному, да, но когда человек любит свою работу, это видно сразу. Когда он придет, мне конкретно нужен в студию, да, сейчас, в студию человек. И когда придет оператор и будет просто жить в этой студии, конкретно жить, да, то есть он будет за ней следить как за своей
то тогда, да, мы сработаемся. Тогда, возможно, пойдет какие-то другие, получит вещи, да, другие плюшки. Например, у нас, например, телевизионные проекты, в которых мы ездим по всей стране, да, у нас ребята, операторы, бывают неделями, просто дома не живут, они там улетают условно в Шымкент, из Шымкента он там переезжает куда-нибудь в Тараз на 3-4 дня, с Тараза там он едет в Алмату, и вот так вот они постоянно нон-стопом ездят по всему Казахстану. Ну, то есть кому-то, я скажу больше, мы снимали один подкаст тоже, ну, у нас подкаст-студия, да, один подкаст очень важных дядек. Вот прям конкретно важные там персонажи были. И одна камера у нас погнала флешка. И вот наш видеоинженер, он такой подумал, ну, нету 30 минут, ну продержу все на общем плане. А я не посмотрел, но он мне ничего не сказал, я отправил заказчикам. Заказчик говорит, а что это такое, 30 минут практически на общем плане, как-то можно поменять? И мы вот до 4 часов утра с этим видеоинженером колхозили. Ну, да, приходится колхозить. Но у вас здесь стоит вопрос, вот тоже ребятам, которые работать будут раньше или в будущем, говорить сразу. У меня тоже есть моменты, я говорю, что ты не сказал? Страшно было. Да ты дурак, сообщи сразу. Сразу, нет, абсолютно. То есть я вот сейчас тоже ребятам своим говорю, есть затык, говорите сразу. Потому что любой затык можно решить на зачаточной стадии. Да. Ну, произошла проблема, ты скажи, будем ее решать. Есть гениальная фраза моего друга, да, нет ничего проще, чем переснять. А я тоже говорю, моего друга. Это гениально просто. Ну, на самом деле нет ничего проще. То есть мы попали, окей, давай. Пошли менять. Пошли менять. Вот здесь уже команда. Может ли она принять то, что ты говоришь, давайте пересни, и вот здесь ты можешь увидеть, который скажет, да не, зачем, и кто скажет, алга. Нет, ну, у меня такого нету, я просто, слава богу, что меня окружают те ребята, которые просто, окей, надо, значит делаем. Ну, круто. Но в любом случае, спасибо большое, что ты пришел. Я буду надеяться, что для ребят, которые это посмотрят, будет полезно. Ну, я надеюсь, знаешь, в первую очередь для молодых. Я думаю, будет полезно. Для молодых ребят, которые только начинают свой путь, которые там выбирают между телеком или кино. Телек кино это романтика. Это классно, это вот смены, это все круто. Телек это рутина. Телек это рутина, нужно понимать. Но там и там можно стать спецом. Там и там можно быть востребованным. Там и там можно стать высокооплачиваемым. То есть, ну, у каждого же свои там критерии, да, роста. Кто-то хочет много зарабатывать, либо кто-то хочет получить какую-то там статуэтку. В телеке есть статуэтки, в кино есть статуэтки. Поэтому ты выбираешь. Но в первую очередь просто не сидеть на попке, а снимать. Завершающий вопрос, хороший будет точка нашего подкаста. Образование или, так сказать, обучиться на площадке? Смотри, я к тебе ходил учиться. Да, кстати. Я к тебе ходил учиться, и мне не стыдно. Я приходил к тебе учиться, неприятно. И у меня есть много пробелов, и я, например, было бы время, я бы вернулся бы к тебе, и надеюсь, я все-таки это сделаю, я доучусь. Иногда для того, чтобы из точки А прийти к точке Б в профессионализме, вот эта вот теория, которую ты получаешь в университетскую, да, вот эту всю базу, она уменьшается, вот это расстояние от точки конечно. А к точке Б. Когда ты учишься на площадке, ты путем проб, ошибок, подглядываний, еще чему-то, ты этому, да, научишься. Но когда у тебя есть хорошая теория, и когда ты попадаешь на площадку, вот этот вот прыжок, вот этот скачок, он будет в разы быстрее. Ну, тогда выскажу свое мнение касательно площадка типа опыт или вуз. Если будет станет 2 человека, закончился чувак вуз и чувак, который 4 года бил на площадках, я выберу площадку. Почему я не выберу вуз? Потому что я не знаю, каким он был. Вот мне сейчас ребята снимают, что там двигаются. Нет. Не факт, что он в вузе снимал. Не факт, что он в вузе что-то получил такое. Я здесь, можно тебя сейчас перебью? Сейчас смотри, я когда вот это говорил, я говорю не про то, что
взять вот просто вот ко мне пришли два перца, да, такие, говорят, я вот отучился 4 года, вот мой диплом. И второй пришел, я, говорит, 4 года провел на площадке. Естественно, я возьму того, который пришел с площадки, потому что у него есть опыт. Просто я говорю к тому, что вуз, он дает вот эту базу теоретическую. Но если ты не на площадке, если ты эту всю теорию не отрабатываешь на площадке, не отрабатываешь за камерой, то это бессмысленно. То есть, это как изучать, как переустановить Windows на доске писать. Вот нажмите эту кнопочку. То есть это глупость. Но здесь, ладно, вуз еще важное дает, другое. То есть, когда все люди задают этот вопрос, они должны понимать, что вуз дает не знание, вуз дает знакомство, с которыми ты будешь в будущем идти дальше. А вот площадка дает другое. Комьюнити. Да, в первую очередь это комьюнити. В первую или во вторую очередь это комьюнити, с которыми ты завтра, вы друг друга будете подтягивать, вытягивать и двигаться дальше. Конечно. Это команда. Опять же, это команда. Но, к сожалению, многие это не понимают. Ладно, на этом будет все. Спасибо большое, что пришел. Все, можете стопать.